Привет, двоечки. Вчера вы выбрали второй вариант первого расклада. И вам досталось, кто из предков стоит за спиной прямо сейчас и о чем предупредить хочет. Ну, другими словами, совет хранителей рода. Итак, давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу расклад начнем. Итак, двоечки, я думаю, даже трактовать не нужно. Кто из твоих предков сейчас рядом с тобой и, как говорится, за спиной стоит? Ну, это понятно, по императрице даже трактовать не нужно. Сразу говорю, для мужчин этот расклад не подходит. Или если этот мужчина был близок со своей бабушкой, прабабушкой и так далее. Ну, прабабушка это твоя. По маминой линии императрица. То есть та, которая вот, знаешь, вот в семье она... Вот императрица — это мать четырех королев, это мать природа, это мать всего, ну, так скажем, да? И вот это хранительница рода, и она больше подходит для, как сказать, женской линии. Ну, то есть, нет, не так я сказал. То есть для женщин расклад. Ну или для мужчин, которые вот очень близко были вот с женской линией бабушка, прабабушка и так далее. И у нее много детей было. Она и войну пережила, и голод, и там мужа похоронил. И она тянула все. И она сейчас вот стоит за твоим правым плечом. Ну, образно говоря. Вот, например, когда ты одна дома, ты знаешь, иногда чувствуешь вот этот вот запах хлеба, запах пирожков, вот прям, ну, а ты ничего не печешь. Ну, не жаришь, не печешь, без разницы. И вот слышишь вот этот, я бы сказал, вот как будто тебя этот запах, как сказать, вот долгое время, не долгое время, а вот всю жизнь преследует. Понимаешь? Ну, как преследует, он приятный. Это тебе тепло становится. Преследует не то слово, но вот, но вот преследует. И она, знаешь, она вот у меня в голове картинка, она поет, напевает тебе какую-то старую песню. И ты как будто вот нет-нет слышишь, да, вот так вот. Или в голове у тебя вот так вот знаешь, не такие песни, да, там «Забирай меня скорее, 18 мне уже», а вот такие вот старые песни. И вот это она не ушла, она осталась. Потому что ты последняя в роду, кто еще может все исправить. Что этот, извиняюсь, что этот предок видит в твоей жизни, что его беспокоит? Ну, она, знаешь, она видит, что ты живешь как вот нищая душой. Я не знаю, как по-другому сказать. Вот у тебя есть все. Муж, квартира, работа, возможно, даже в отпуск летаешь в бусурманские страны. Подруги есть, здоровье хорошее. Все, о чем только она могла мечтать, у тебя есть. Она вот в свои там года уже похоронила и детей, и тесто месила на воде с солью. А ты в свои 35 сидишь и ноешь, что у тебя все плохо. Вот это вот «меня ничего не радует, я устала, мне скучно, муж меня не понимает, дети не слушаются». И она смотрит на тебя, и у нее прям сердце разрывается. Она видит, что ты имеешь полную чашу, а ведешь себя, как будто она у тебя пустая. Ты постоянно дерешься за свое счастье.
Извиняюсь. Хотя твое счастье у тебя в руках. Ты все время в борьбе с мужем, с детьми, с миром. У тебя в голове вечно весь мир против меня. А она смотрит на тебя и думает: дурочка ты моя, ты же уже выиграла, просто возьми и живи. Она, знаешь, она видит, что ты не ценишь то, что ты имеешь. Ты каждый день просыпаешься, и вместо там «спасибо Вселенной, что все живы-здоровы, что есть, как говорится, что кушать», ты начинаешь ныть и бороться. И от этого больно, потому что она бы отдала все, чтобы хотя бы один день прожить твоей жизнью. А ты ноешь. О чем она тебя предупредить хочет и как тебе это использовать? Ну, знаешь, она тебе в ухо прям вот кричит, я бы сказал, да, хватит бороться. Все уже твое. Она хочет, чтобы ты наконец-то остановилась и начала наслаждаться. Прям вот с завтрашнего дня. До чего с завтрашнего? Сейчас. После расклада. Она вот хочет, чтобы ты проснулась и сказала: вот, у меня есть все. Я счастлива, и это точка. И начала жить так, понимаешь? Предупреждает, ну знаешь, предупреждает. Если ты сейчас не перестанешь бороться и не начнешь благодарить за то, что ты имеешь, ты все потеряешь. Не потому, что кто-то отберет, нет, а потому что ты сама все разрушишь своим нытьем, своей никчемной вот этой ненужной никому борьбой и своим вот этим «мне мало». Ты уже на грани. Еще чуть-чуть, и муж уйдет. Дети отдалятся, здоровье посыпется, деньги уйдут, потому что ты сама отталкиваешь все хорошее своей неблагодарностью Вселенной. Как использовать? Ну, начни каждый день делать вот простую вещь. Утром встаешь, ну, просыпаешься, вот говори вслух 3 вещи, за которые ты благодарна прямо сейчас. Звучит глупо, да, возможно, но наши мысли, они материальны. Понимаешь? Не благодаришь за то, что тебе Вселенушка дает. Значит, Вселенушка что делает? Правильно, забирает. Говори там: спасибо, что муж спит рядом, да? Спасибо, что дети здоровы. Спасибо, что в холодильнике еда есть. И вслух это говори. Каждый день без пропусков. А вечером перед сном там мужа обними. Детям попой, да? Ну, колыбельную я имею в виду, там сказку расскажи. Не вот это твое вечное «я на работе, спите, а то ремня получите», а реально. Вот из всего моего детства мне вот, например, только запоминалось такое, ну, из хорошего я имею в виду, что вот мне рассказывала прабабушка сказку. Понимаешь? И детям говори: я вас люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Не вот это «ты меня бесишь, но я тебя люблю», да, а просто вот «я вас люблю». Каждый вечер, без исключений тоже. Через месяц, после того, как ты начнешь благодарить Вселенную за свою жизнь, ты свою жизнь не узнаешь. Ты бороться перестанешь, ты начнешь жить. Понимаешь? И вот эта прабабушка, да, по императрице, она улыбнется и в сторону отойдет. Потому что ты наконец-то поймешь, что счастье — это не то, за что надо драться. Это то, что у тебя уже в руках есть. Просто вот возьми и держи. Крепко. И не отпускай никогда. И Вселенную благодари за то, что у тебя есть.